Всем привет, дорогие друзья! Помните, я показывала вот такие 2 гривны. Продаются они по 2 штуки в комплекте. Были такие и под серебро, но мне нравится бронзовый цвет. И решила я сделать 2 разных украшения. Конечно, здесь нужны подвесочки, так как здесь много, посмотрите, сколько много колечек, к которым можно прикрепить. Пока не считала, надо посчитать точно, сколько здесь и есть ли здесь центральная. И вот такая есть у меня цепь. Когда я покупала, было 10 метров. Очень выгодно. И пользуюсь уже давно этой цепочкой. И вот до сих пор у меня ее много. И я думаю, на одной гривне я буду крепить цепочки. Ну, а на окончание буду, наверное, подвешивать вот такие вот капельки. Помним, да? Многие, наверное, купили такие. И посмотрите, вот такие капельки, они маленькие. И я буду колечками, наверное, крепить. Такими маленькими колечками. Ну и здесь подвешивать я тоже буду, наверное, колечками, скорее всего. Посмотрю, может быть, еще меньше подберу. И я думаю, если я буду одинаковые делать отрезки цепочки и подвешивать, и полукругом у меня они получатся. Ну, а вторую использовать, как я хочу, еще точно не придумала. Есть вот такие у меня коннекторы, тоже бронзового цвета. Очень хорошо подходят по форме. И тоже здесь очень много отверстий. И как-то я хочу придумать, скрепить, поставить бусину между ними. Сейчас я покажу. Тут я уже что-то пыталась соорудить, такую деталь. И здесь у меня лазурит, бусинки лазурита. И вот так вот на пины я поставила, с 2 сторон прикрепила. И бусинки. Вот такая деталька у меня получилась. И я вот думаю, может быть, где-то в серединке поставить такую деталь. Ну, а здесь уже, что у меня будет, я еще точно сама не знаю. Буду придумывать что-то. Ну и потом, конечно, вам покажу. И вот так у меня получилось. Вот такие подвесочки на цепочке. И вот так я подвесила на колечке бусинки. 8 сантиметров вместе с бусинкой. Такая длина комфортная. Мне нравится. Выглядит неплохо. И они бьются друг об друга. И такой приятный звук. Ну, а здесь мне не пришлось колечки применять, так как цепочка хорошо становится в это отверстие и двигается. Нигде ничего не заламывает. Здесь, как видите, отверстие такое квадратное. Я сначала хотела на колечки собирать, но колечко здесь будет, наверное, двигаться, так как здесь большое такое пространство. И я думаю поставить вот такие 8-очки. Это большие у меня. И посмотрите, как они здесь будут и смотреться будут, и не двигаться. Вот так. Ну и дальше я хочу ставить бусинки. Это, по-моему, 8 миллиметров у меня. Сейчас померяю. Уже точно не помню. Бусин много. Ну да, 8,2, 8,3. Сейчас я покажу, например. Это не моя идея. Татьяна Теробежу такую идею дала. Если, например, у вас длинный такой пин с петелькой, и нам нужен маленький. Такой очень невыгодно, да, ставить. Много придется отрезать и выбрасывать. Ну, а чтобы не выбрасывать, использовать его 2 раза, можно закрутить вот так петельку, такую же, как и здесь, с другой стороны. Вот так я закручиваю. Потом вставляем. Немножко я ногтем держу, именно вот где закрывается. И немножко подвигаем. И у нас получается вот такая петелька с другой стороны. Не выкидывать же нам столько, правильно? А мы будем экономить. Теперь отгибаем. И здесь я оставляю примерно 8 миллиметров. Вот, пожалуйста, у нас остается пин на следующую бусинку. И здесь я уже закручиваю вот так. Примерно вот как видно вам, да? Закручиваем петельку. И я потом поворачиваю вот так петельки, чтобы в одной плоскости лежали. Вот так получается на бусинке с 2 сторон петелька. И берем потом второй пин. И также я загибаю
обрезаю. И остается вот такая маленькая часть. Вот так можно сэкономить, например, чтобы не выбрасывать. И теперь вот так вот я поворачиваю. И теперь я сейчас соберу. Сколько мне понадобится точно, я не могу сказать. Когда соберу уже и посмотрю. И вот так я буду собирать сзади на украшение. И вот так я решила собрать с цветочками. Это такие подвесочки, я показывала вам. Они односторонние. И я решила две собрать вместе, чтобы если перекручиваться будет, с двух сторон будет рисуночек. Мне кажется, так будет лучше. Отгибаем. И вот так собирается цепочка. Кто не знает такую сборку еще. И вот так получилось у меня. Теперь легко собираем на вот такие восьмерочки. Здесь петельку я делала побольше специально, чтобы прошла эта восьмерочка, так как она, видите, она широкая. И теперь мне надо это зажать с двух сторон. Да, это надо брать плоскогубцы. Именно вот такие. Очень плотный металл, трудом зажимается, но и хорошо держаться будет. Вот такая получается восьмерочка. Можно, наверное, еще вот так поджать круглогубцами. И получилась вот такая восьмерочка. И впереди, если это будет не под воротником, будет такая розочка. Интересно, да? И теперь я поставлю еще здесь карабинчик и, наверное, удлиняющую цепочку. И еще, вот если нет бусин, я сначала думала прикрепить такие веточки, помните, да, я показывала их. Можно было вместо бусин как-то на окончание даже прикрепить вот такую веточку. Тоже неплохо посмотрелась. Она полукругом и лежала бы, наверное, красиво. Ну, я уже набрала бусины и решила оставить бусинки. Такой вариант тоже возможен. Ну и второе украшение я здесь пытаюсь собрать. Интересную композицию. Что-то мне эта цепочка здесь не очень нравится. Наверное, я ее поменяю. Нашла вот такую цепочку. Я думаю, может быть, она будет хорошо проходить в эти отверстия, так как здесь маленькие. Только кольцами собирать, а кольца здесь как-то очень выбиваются, на мой взгляд. Крупноватые, хотя они 0, по-моему, 5 миллиметров. Собрала я вторую такую же деталь. Будет вот так. И хочу я, наверное, сделать такой микс синий с голубым. И еще мне нужно сделать такую же третью деталь. Если интересно, давайте я покажу, как я буду делать это. Так, мне понадобится 3 пина. И бусинка у меня будет посередине вот такая. Ну, а по краям вот эти. Очень понравились мне такие бусинки. Нашла я на сайте Алиэкспресс такие, только медные, ну, по-моему, больше размер. И цена там была просто фантастическая. Около 500 рублей, не помню сколько штук, 50. Так еще и доставка была 300 рублей. Вот так я собираю и делаю петельку. Обрезаю. Теперь я поворачиваю вот так в одной плоскости. Так, следующую делаем теперь, смотрю сюда и повторяем. Вот такую, а теперь надо просто вот так. В отверстиях попадается опять эта шелуха, сухая такая. И бусинку. Бусинки маленькие. И теперь мне тоже здесь нужно загнуть. Сделать петельку. Уже пальчики болят, пока накрутишь столько петелек. Вот видите, у меня немного петелька получилась больше, но ничего страшного. В одной плоскости ставлю бусинки, так как мне нужно будет, чтобы они стояли в одной плоскости. Так, также вторую сторону я набираю. И теперь с двух сторон так делаю. Ну, а теперь это нужно прикрепить. Я отгибаю и креплю эту детальку. Вот так. Теперь с другой стороны также я прикрепляю на петельке. И получается вот такая деталька. Подвижная. Немного. Наверняка можно еще что-нибудь придумать. И вот так, если их поближе поставить. Ну, а здесь уже буду крепить на цепочку. Тоже эту, наверное, сейчас уберу.
И здесь хочу подвесочки сделать. Может быть, еще и вот здесь. Вот так пропустить. И здесь. Сейчас буду смотреть. Ну, а что получится, я уже вам покажу готовый результат. Ну и посмотрите, что у меня получилось. Что я здесь только не городила. В итоге я поставила цепочки с такими подвесками, капельками. Очень хорошо эта цепочка ложится и крепится колечком. Другая цепь не подошла. И вот такие коннекторы еще прикрепила. Оставила я центральную часть, именно собранную мной, так как я тут еще собирала, пыталась собрать что-то поменьше, прикрепить. Ну, это уже, по-моему, было чересчур, как я только не прикладывала. Ну, такой эксперимент у меня получился с подвесками. Тут уже насмеялась даже. Представление такое, как занавес, так в театре, знаете. Конечно, такое украшение на любителя. В таком этно-стиле, может быть, добавила я здесь синих бусин. Ну и вот такие вот коннекторы квадратные поставила именно так. Ну вот, оценивайте, напишите мне, понравилась вам такая идея или нет, мой эксперимент. Не знаю, останется это украшение или нет, или, может быть, когда-то я его и переделаю. Ну, а вдруг понравится кому-то. Ну, а если никто не купит, я его, конечно, переделаю. Ну, а второе украшение сейчас тоже покажу. Ну, а второе украшение мне очень понравилось. Так красиво лежат подвесочки. Можно носить и под воротник рубашки любого цвета. И на окончание здесь у меня вот так бусинка и капелька. И розочки здесь красиво смотрятся с двух сторон. Розочки, карабинчик и комфортная длина. Очень красивое украшение, на мой взгляд. Не знаю, как вам. Это украшение будет у меня в продаже. Ну, а я жду от вас комментарии. Интересно, как всегда, ваше мнение. Понравилась вам идея моя или нет? Ставьте пальчики, если понравилось. Ну и не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Смотрите фотографии в конце видео. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.